привет! Это третья часть, и мы с вами продолжаем вязать коврик. Вот наша схема, по которой мы с вами вяжем. Мы остановились с вами вот на этом ряду. Давайте продолжим, что же нас ждет далее. Вот здесь мы закончили вязать. Далее следующий ряд у нас будет состоять из столбиков без накида и воздушных петелек. Столбики без накида, воздушные петли. Столбики без накида, воздушные петли. А теперь поподробнее. Здесь мы закончили вязать. Вяжем столбики без накида и далее 15 воздушных петелек. Соединяем 3 столбика без накида, 3 столбика без накида, 15 воздушных петелек. Получается 6 столбиков без накида, 15 воздушных петелек. По цепочке из воздушных петелек у нас по 4 столбика без накида. Или, чтобы легче было считать, от рельефного столбика до рельефного столбика. Итак, делаем одну воздушную петельку подъема. Тут же вяжем столбик без накида. И видим, что у нас идет рельефный столбик. В этом месте вяжем столбик без накида в рельефный столбик. Как я уже сказала, между рельефными столбиками мы не вяжем. Там у нас цепочка из 15 воздушных петелек. Поэтому вяжем 15 воздушных петелек. Вот они, наши 15 петель. И соединяем со следующим рельефным столбиком. Как вы видите, все намного проще, здесь считать почти ничего не надо. Теперь у нас 6 столбиков без накида. Первый мы связали, второй, третий, четвертый, пятый, а шестой это следующий рельефный столбик. То есть тут тоже можно не считать. Просто от столбика рельефного до следующего мы вяжем цепочку из 15 воздушных петелек, а далее от одного рельефного столбика до следующего мы вяжем столбики без накида. Все намного проще, как обычно. Нам кажется, что сложно, а все намного проще. Вот у нас 15 воздушных петелек. Соединяем со следующим рельефным столбиком. Далее до следующего рельефного столбика вяжем столбики без накида. Их всего 6. Можете пересчитать. 6 столбиков. И вот такие цепочки из 15 воздушных петелек. Я надеюсь, что тут понятно. Довяжите ряд до конца. Вот я довязала ряд, связала оставшиеся 4 столбика без накида. Заводим крючок в первый столбик без накида и соединяем наш ряд. Все, ряд готов. Вот наша схема, здесь мы закончили. Мы не делаем вот эти 3 воздушные петельки подъема, а сразу вяжем под цепочкой 21 столбик с одним накидом. Соединяем в третью петлю, соединяем в четвертую петлю и снова 21 столбик с одним накидом. Под каждой цепочкой из воздушных петелек 21 столбик с одним накидом. Довязываем и здесь соединяем. Итак, приступаем. Делаем накид и сразу же под цепочкой вяжем 1, 2, 3, 4. И так далее вяжем 21 столбик с одним накидом. Здесь самое главное не ошибиться. И лучше в конце всегда пересчитывать, потому что, когда мы будем вязать следующий ряд, вот ошибка может нам, конечно, повлиять. Ровно 21
столбик с одним накидом. Теперь находим третий столбик без накида. 1, 2, 3. Вот он, третий столбик. Соединяем также столбиком без накида. Далее в следующий четвертый столбик вяжем столбик без накида. И снова сразу же начинаем вязать 21 столбик с одним накидом. То есть мы вяжем 21 столбик с одним накидом, 2 столбика без накида. 21 столбик с одним накидом, 2 столбика без накида. Вот второй я лепесток тоже довязала. Теперь отсчитываем третий столбик без накида. 1, 2, 3. Соединяем с ним столбиком без накида. Далее в следующий четвертый столбик без накида также вяжем 1 столбик без накида. Ну и все. Под следующим лепестком мы вяжем 21 столбик с одним накидом. Ряд очень простой, но вязать его немного дольше, чем остальные ряды. Но я надеюсь, что вы его также сможете довязать. 21 столбик с одним накидом, 2 столбика без накида. В третий и четвертый столбик вяжем. Вот такие вот у нас получаются лепестки. Я довязала весь ряд. Теперь мы соединяем также с третьим 1, 2, 3. Вот он, третий столбик. Далее со следующим столбиком мы соединяем полустолбиком. Ряд закончен. Мы переводим крючок в четвертый столбик с одним накидом. И вяжем там 3 столбика без накида. Далее 3 воздушные петли соединяем, 3 воздушные петли соединяем, 3 воздушные петли соединяем, 3 воздушные петли соединяем, 3 воздушные петли и 3 столбика снова без накида. Последний третий столбик также находится в четвертом столбике с одним накидом. Вот здесь мы нигде не вяжем. Снова начинаем вязать сразу с четвертого столбика с одним накидом. Вяжем 3 столбика без накида и снова 3 воздушные петли соединяем, 3 воздушные петли соединяем. И мы соединяем, тут, как вы видите по схеме, через столбик. Давайте приступим к вязанию. Я попробую вам очень медленно, подробно все показать. Как я уже сказала, нам нужно перевести в четвертый столбик с одним накидом крючок. Переводим мы полустолбиками. Сначала заводим крючок в первый столбик, протягиваем ниточку полустолбиками. Самое главное тут не натягивать нитку, не затягивать, чтобы край у нас не был стянут. Итак, от петельки к петельке мы перевели 1, 2, 3, 4. Вот вершину четвертого столбика. Делаем воздушную петельку подъема и тут же вяжем столбик без накида. 1, следующий столбик 2, столбик без накида, следующий столбик 3 столбика без накида. В каждую петельку мы вяжем по одному столбику без накида. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И теперь в этот столбик мы связали 1, 2. Во второй столбик вяжем столбик без накида. 1, 2, 3 воздушные петли. Пропускаем один столбик и в следующий столбик вяжем столбик без накида. 3 воздушные петли. Соединяем со вторым столбиком, со второй петелькой. И всего таких у нас цепочек из 3 воздушных петелек должно быть 5. 1, 2, 3. Пропускаем одну петельку, соединяем. Далее 5-я цепочка, 3 воздушные петли и 3 столбика без накида. Вот первый соединительный столбик. Далее второй и
третий. У нас в начале лепестка 3 столбика без накида и в конце 3 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Последний столбик также и в начале, и в конце приходится на 4-й столбик с одним накидом. Так, начинаем вязать следующий лепестка. 1, 2, 3, 4. Находим 4-й столбик и сразу начинаем вязать в нем столбик без накида. Никаких переводов, никаких воздушных петелек. Прям сразу. Столбик без накида, первый. Столбик без накида, второй и третий. Далее у нас цепочки из воздушных петелек идут. Вот как, поглядите, соединены у нас 2 лепестка между собой. 3 воздушные петли соединяем. Первая цепочка у нас готова. Как я уже говорила, мы соединяем с каждым вторым столбиком, с каждой второй петелькой. Столбиком без накида. 3 воздушные петли, 1, 2, со второй петелькой соединяем. 3 воздушные петли, 1, 2, со второй петелькой соединяем. Соединяем, это 4-я у нас цепочка. 1, 2, 3, 4. Остается у нас одна цепочка. 3 воздушные петли. И тут вяжем, начиная со второй петельки, 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Все. И этот лепесток тоже у нас обвязан. Мы можем приступать сразу к следующему лепестку. Отсчитываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Начиная с 4-го столбика вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Далее у нас 5 цепочек из 3 воздушных петелек. 1, 2, 3. Соединяем со второй петелькой и обвязываем все лепестки так. Я уверена, что у вас все получится. Довязываем ряд до конца. И я покажу сейчас, как его соединять. Соединяем мы с первой из 3 столбиков. Вот он, первый столбик. Заводим крючок в него и соединительной петлей соединяем. Вот здесь мы закончили. Теперь нам нужно перевести крючок под первую цепочку из воздушных петелек. Также полустолбиком переведем. И начиная с этой цепочки мы будем вязать под каждой цепочкой наши шишечки. Между шишечками у нас по 3 воздушные петельки. Шишечка, 3 воздушные петли, шишечка. Далее 2 воздушные петли. И снова под каждой цепочкой по одной шишечке. То есть в лепестке между шишечками по 3 воздушные петли, а между сами лепестками у нас по 2 воздушные петельки. Под каждой цепочкой из воздушных петелек мы вяжем по одной шишечке. Вот сюда нам нужно перевести крючок. В принципе, не так уж далеко его вести. Заводим крючок во вторую петлю. Заводим крючок в следующую петельку, протягиваем. И вот мы уже под цепочкой из воздушных петелек. Все, перевели, вяжем шишечку. Вот такую же, как мы вязали ниже. 3 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3. И тут же под цепочкой вяжем еще 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Всего в шишечке у нас 5 столбиков с одним накидом. Заводим крючок в 3-ю воздушную петельку и протягиваем нашу петельку. 1 воздушная петля в вершине шишечки. Далее 3 воздушные петли между шишечками и под следующей цепочкой снова вяжем нашу шишечку, а именно 5 столбиков с одним накидом. 1,
2, 3, 4, 5. 5 столбиков с одним накидом. Заводим крючок в первый столбик. Вот он. Протягиваем петельку. Одна воздушная петелька в вершинке и 3 воздушные петельки между шишечками. Продолжаем вязать. Вяжем под каждой цепочкой по одной шишечке. Снова 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Заводим крючок в вершину первого столбика и протягиваем нашу петельку. Одна воздушная петелька в вершине и 3 воздушные петельки 1, 2, 3 между шишечками. Вяжем новую шишечку под следующей цепочкой из воздушных петелек. Вяжем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Далее снова крючок заводим в вершину первого столбика. Протягиваем ниточку. Делаем воздушную петельку в вершине. И 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Ну все, нам в этом лепестке остается последняя шишечка. Снова делаем 5 столбиков с одним накидом. Заводим крючок в вершину первого столбика. Протягиваем ниточку. Одна воздушная петля в вершинке. И теперь между лепестками у нас не 3 воздушные петельки, как было до этого, а 2. 1, 2. И сразу под первой цепочкой из воздушных петелек следующего лепестка мы начинаем вязать шишечку. Снова 5 столбиков с одним накидом. Довяжите до конца все наши шишечки. Между шишечками в лепестке по 3 воздушные петельки, между лепестками 2 воздушные петельки. А теперь делаем 2 воздушные петли, заводим крючок в вершину первой шишечки, вот в эту воздушную петельку, которая у нас находится в вершине, и соединяем наш ряд. Все, ряд готов. Приступаем к вязанию следующего ряда. Он очень простой, будет состоять только из столбиков без накида. Под первой цепочкой 4 столбика, под второй 3, под третьей 4, 3. Где 2 воздушные петельки, мы тут ничего не вяжем. Снова 4, 3, 4, 3. И мы вяжем только под цепочками, где шишечки, эти петельки мы пропускаем. 4, 3, 4, 3. И делаем такое вот чередование. Где между лепестками у нас 2 воздушные петельки, как я уже сказала, там мы не вяжем. Так, вот только под цепочкой мы вяжем, между лепестками не вяжем. Вяжем 4, 3, 4, 3, чередуем. Под первой цепочкой вяжем, делаем первую воздушную петельку подъема и вяжем 1, 2, 3, 4. 4 столбика без накида. Далее под второй цепочкой вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. Под следующей цепочкой 4. 1, 2, 3, 4. И под четвертой цепочкой 3. 1, 2, 3. Все. Вот лепесточек мы первый обвязали.
Далее мы пропускаем петельки 2 воздушные и сразу под первой цепочкой второго лепестка вяжем 4 столбика без накида. Еще раз напоминаю, мы чередуем 4 столбика, 3 столбика, 4 столбика, 3 столбика. Под первой цепочкой 4 вяжем, под второй 3, как я сейчас вязала, по третьей, где я сейчас вяжу, 4 столбика, 1, 2, 3, 4, а по четвертой заключительной цепочкой снова 3 столбика без накида. 1, 2, 3. 2 воздушные петельки эти пропускаем и снова вяжем под первой цепочкой третьего лепестка. Ряд очень простой. Тут уж сложно запутаться. Единственное, надо запомнить, что где шишечки в этих петельках мы не вяжем. Вяжем только под цепочками из воздушных петелек. Давайте довяжем ряд до конца. Вот ряд довязан. Под последней цепочкой я связала 3. Теперь заводим крючок в первый столбик без накида и с ним соединяем. Ну, на этом все. Спасибо, что вязали вместе со мной. В следующем видео мы довяжем до конца наш коврик. Есть у нас небольшие нюансы по схеме, которые я вам объясню, чтобы коврик получился вот именно таким, как вы его у меня видите. Увидимся с вами в новом видео. Пока-пока.